Тутберидзе пошла навстречу фигуристкам при выборе музыки. Этери учатся на своих ошибках. Трусова и Косторная получили программы, которые им действительно нравятся. Гибкость тренеров удивляет. Этери Тутберидзе много критиковали за авторитарный стиль работы. Существует расхожее мнение, что в «Хрустальном» почти не прислушиваются к мнению спортсменов при постановке программ. Отчасти недовольство таким подходом в свое время послужило причиной ухода из группы целого ряда звездных фигуристок. Перед олимпийским сезоном были опасения, что в «Хрустальном» вновь обратятся к заезженной музыке из золотого фонда, а девочкам придется мириться с выбором тренеров, даже если он им не по душе. Но в группе Тутберидзе смогли удивить. При постановке программ к новому сезону там стали ориентироваться на мнения и пожелания фигуристок. И теперь у них будет возможность кататься лишь под ту музыку, которая им действительно нравится. Все говорит о том, что Этери учатся на своих ошибках. Тутберидзе подорвала доверие Медведевой. Тутберидзе никогда не скрывала, что в «Хрустальном» именно тренеры решают, что лучше для фигуристов. Они подбирают музыку и образы, согласовывают костюмы и прыжковый контент. Ученицы Этери Георгиевны не раз отмечали, что последнее слово всегда остается за специалистами. Порой даже наперекор их воле. Нередко это становилось причиной конфликтов и разрывов. Беспрекословное решение Тутберидзе в олимпийский сезон 2018 подорвало доверие Евгении Медведевой. Фигуристке очень нравилась произвольная программа «Январские звезды», которую она намеревалась исполнять в усложненном варианте. Но у тренеров было свое видение, они решили все кардинально поменять. В начале олимпийского сезона у меня была поставлена произвольная программа, которая была технически намного сильнее той, которую я катала на Олимпиаде. Были другой костюм, другая музыка, набор, сложность другая. Но потом тренеры решили, что мне нужно выполнять старый набор, который попроще. Ну, доверилась. Хотя я очень просила оставить сильную программу, признавалась Женя. Новая постановка, в которой Медведева воплощала трагичный образ Анны Карениной, стала символом ее поражения на Олимпиаде. Ей просто нечем было обыгрывать Алину Загитову в Пхенчхане. Очевидно, после такого удара Женя больше не смогла доверять Тутберидзе. Фигуристка уехала в Канаду, где обрела свободу выбора и смогла поставить программы, о которых давно мечтала. Музыку Косторной отдали другой фигуристке. Не сошлись во мнениях по поводу постановок в «Хрустальном» и с Косторной. Фигуристка сама предложила тренерам композицию для программы, но они ее не одобрили. А потом и вовсе отдали другой спортсменке, что очень разозлило Алену. Девушка была недовольна своими программами и решила перейти к Плющенко в разгар межсезонья. В «Ангелах» Плющенко Косторная смогла попробовать новое и получила возможность полного самовыражения. Она кардинально поменяла стиль постановок, правда, результата это не принесло. Накопились претензии к Этери Георгиевне и Трусовой. Саша сетовала, что в «Хрустальном» у нее не получалось попробовать что-то новое, примерив на себя более нежные и женственные образы. Фигуристка смотрелась органично в динамичных и энергичных программах, но стала уставать от однообразия. После перехода к Плющенко Трусова радовалась, что может раскрыть свои новые грани. Задача была показать свою программу, показать себя другой, у меня наконец-то медленная музыка, нежный образ. «Я чувствую, что становлюсь совершенно новой», — говорила Саша. Тутберидзе учится на ошибках. Тем не менее ни одной из этих фигуристок выход из системы Тутберидзе не помог совершить прорыв, а Косторной едва не стоил карьеры. Методы «Хрустального», какими бы они ни выглядели со стороны, доказали свою эффективность. Фактически это подтвердили и сами девочки, вернувшись к Этери Георгиевне после побега к свободе. Стремление к вершине пьедестала у них оказалось сильнее, чем желание реализовать себя в постановках и все делать по-своему. По логике, неудачный опыт коллег должен был предостеречь юных фигуристок от смены тренера, а значит, у Этери Георгиевны есть все основания сохранить свой жесткий стиль работы, а при необходимости и закрутить гайки.
Надежды на эксперименты, да еще и в олимпийском сезоне практически не было. Казалось, лучшие фигуристки России пойдут на Пекин с привычными программами, где все заточено на получение максимальных оценок. Но Тутберидзе абсолютно неожиданно проявила гибкость. При подготовке программ для 6 фигуристок группы, претендующих на участие в Олимпиаде, мнение самих девочек не только учитывалось, но иногда и становилось решающим фактором. Очевидно, что Этери учится на своих ошибках и не намерена терять учениц из-за излишних ограничений. Мечты Трусовой и Косторной исполнились. Больше всего удивил выбор композиций для Трусовой и Косторной. Казалось, к недавним беженкам Тутберидзе будет относиться со всей строгостью. Но тренер, наоборот, дала своим ученицам то, о чем они так давно мечтали. В короткой программе Саше достался сложный образ мексиканской художницы Фриды Кало. Русская ракета будет кататься под чувственную, но в то же время страстную песню из фильма «Фрида». Да, образ этот придумала не сама спортсменка, а Даниил Глейхенгаус, но главное, что это не очередной вариант Дайнерис, а принципиально новый формат для Трусовой. А вот Косторная тему для своей короткой программы выбрала самостоятельно. Алена получила в короткой программе свой долгожданный блюз. С самых первых нот я хотел, чтобы она прямо поигралась и со зрителями, и с судьями взглядами и хореографией, она это умеет. Мне кажется, у нас получилась очень классная музыкальная дорожка. Она это чувствует, она это хотела, она катает это с энтузиазмом, делится Даниил Глейхенгаус в сюжете Первого канала. Прислушались тренеры и к Майе Хромых. Фигуристка захотела оставить свою блюзовую короткую программу, которая особенно полюбилась зрителям. Мы вновь увидим Майю в страстном образе. Новый подход Тутберидзе в выборе музыки для программ только усилит ее учениц. Уже по видео с тренировок видно, насколько выразительно и одухотворенно фигуристки выкатывают близкие им образы. И главное, теперь для того, чтобы получить постановку своей мечты, не обязательно переходить к другому тренеру. Вместо того, чтобы окончательно увериться в безальтернативности своих методов, Этери Георгиевна извлекла урок из опыта прошлого сезона и проявила гибкость. А значит, уходы Трусовой и Косторной все-таки не прошли для нее даром. Небольшие уступки ученицам помогут снизить напряжение, которого не может не быть в олимпийском сезоне, и что тоже очень важно, повысить доверие фигуристок к тренеру.